Слава Украине, перед этим от Полонского. Умер Папа Римский Франциск, да? М, Говорят о почивших в Бозе либо хорошо, либо ничего. Ну, я ничего плохого говорить и не собираюсь, просто как бы... Просто давайте все-таки посмотрим, поскольку человек такого масштаба, сами понимаете, католическая церковь, это вам не хухры-мухры, это что-то очень гигантское и обладающее огромной властью, поэтому все-таки нужно посмотреть, как это все касалось нас. Потому что как это все касалось всех остальных, пускай вот все остальные и рассуждают. А нас оно касается непосредственно, ну и есть некоторые моменты, которые также нужно осветить, которые нас не касаются, но которые очень и очень характерны. Начну я с вещи самого, скажем так, малого. А, Это тот самый папа, который призывал Европу пускать к себе нелегальных мигрантов, который говорил о каком-то хрисламе. Ну, кто в теме, тот в теме. Не буду развивать эту идею, хотя это трепендец полный. Вот. Призывал Европу, значит, не высылать мигрантов нелегальных назад на родину, откуда они прибыли. Призывал Европу, значит, чтобы наоборот побольше принимали вот этих вот мигрантов, которые не являются христианами, не поддерживают культурно-исторические традиции европейского континента. Но ладно, это может быть как бы его мнение, тут я не могу спорить. Однако, ну, есть одно небольшое замечание. В то же самое время я хотел бы спросить, а при этом папе, сколько тех самых нелегальных иммигрантов приняли в Ватикане? Скольким там предоставили убежище в стенах Ватикана? Там же огромное помещение, и там можно было разместить 10-15 тысяч нелегальных мигрантов вот из Судана, Йемена и так далее, других благословенных стран. Вот, так сколько их там приняли, в то время как он призывал всех остальных их принимать? Я вам скажу, ноль. Ноль мигрантов. Более того, там в Ватикане было принято законодательство о уголовном преследовании тех, кто, значит, попадает в Ватикан нелегально. Как-то очень интересно, значит, с одной стороны, вы себе напхайте иммигрантов, которые не имеют ничего общего с вашей историей, культурой и так далее, по самое некуда, а в Ватикан я их не пущу, потому что это близко, как говорится, к моему организму. Ну, это так, это отвлечение, скажем так, ну, вот просто, которое дает понять... что это за человек и как он размышлял. Очень оригинально, да? Вот. Ну, а теперь непосредственно то, что касается нас с вами. Кто-то помнит от этого папы хоть одно высказывание по поводу массовых убийств рашистами украинцев? Когда рашисты убивали, устроили массовые казни гражданских в Буче, в Изюме, в Мариуполе, в Херсоне. Кто-то помнит, в других местах, я сейчас не буду перечислять, потому что таких мест очень много. Кто-то помнит возмущение со стороны папы этого? Я не помню также, чтобы он высказался четко и понятно по поводу воровства украинских детей рашистами. Это же вообще, это воровство детей, хуже преступления уже нет на земле. Вот. Я буду говорить о себе, лично я не слышал никакого возмущения со стороны официального Ватикана. Если оно было, значит, прошу меня поправить. Но я еще раз говорю, не слышал. Дальше, по поводу Путина. Путина, кровавого маньяка, убийцы, да, садиста. Что говорил этот замечательный папа? Он его назвал, сейчас цитату дам, человеком очень образованным и культурным. Вот. Российские же удары по украинским городам он называл, хорошее слово такое, заблуждение. Ну, заблудились и ударили. Ну бывает же, да. Да. Слово геноцид от него хоть кто-то слышал? Я нет. Вот. Дальше. Он избегал называть Россию агрессором, то есть вот напрямую говорить, да. Вот. Он говорил, что касается войны российско-украинской, он вообще выражался очень интересно. Вот опять-таки, это цитаты из его речей. Он говорил о двух сторонах. То есть два сторона у нас и конфликт. Это конфликт, и непонятно, кто напал. Две стороны, непонятно, кто виноват, кто прав. Трампа не напоминает? Угу. Трампа, Венса и всю вот эту вот шараж-монтаж компанию. Да, он говорил о двух сторонах, о конфликте и о недоразумениях. Ну, недоразумение произошло, вы понимаете?
Произошло недоразумение. Русские вошли в заблуждение, и поэтому разбомбили украинские города. А так все остальное хорошо, да. Вот, собственно говоря, и интересно, вот поскольку все, что этот Франциск делал, оно не делал, а говорил, будем говорить так. Но, видимо, и делал, кто его знает. Оно было крайне похоже на то, что говорит и делает Трамп. То вот я хотел еще проследить реакцию в Америке, вот именно у трампистов на смерть папы. Вы знаете, они очень практично подошли к этому вопросу, им по барабану, кто там, что и как. И они сразу же начали продвигать своего кандидата. То есть, что, умер? Хорошо. Давайте нашего кандидата, они там кардинала Реймонда Берка хотят сейчас продвигать, потому что это их кандидат. Поняли, да? Пофиг, ну что, король умер, да здравствует король. Все, приехали, забыли, давайте практично подойдем, изберем нашего чувачка, и он будет дальше гнуть ту же самую политику, которую гнул вот этот вот. Вот. Ну и последний момент, он просто удивительный. Ну, Ватикан говорит, что папа умер, по-моему, то ли в 7:15, то ли в 7:45 утра сегодняшнего дня, после Пасхи. Вот. Но вы знаете, зная витиеватость Ватикана и зная их традицию не договаривать или что-то там, вы меня поняли, подмастырить, скажем так, я почему-то вот сам себе вот так вот думаю и прихожу к такому выводу, что, скорее всего, все-таки он умер не сегодня, а вчера, в день Пасхи. В день Пасхи, как говорится, Иисус родился, точнее Иисус, да, воскрес. Иисус воскрес. Вот. А папа взял и умер. Вот так.